Здравствуйте. Я сегодня хочу вам рассказать про внутреннюю энергию органов. Эта тема очень важная для того, чтобы можно было понять, как более эффективно лечить наших пациентов на более глубоком уровне. Сейчас перед вами солнечный календарь, на котором изображены месяца и также органы и внутренняя энергия органов. Мы видим, как каждый месяц соответствует определенному органу. Год начинается в январе. Это соответствует органу печень. Следующий месяц, февраль, соответствует легким. Март соответствует толстому кишечнику. Апрель – желудку. Май – поджелудочная железа. Июнь – сердце. Июль – тонкий кишечник. Август – это почки. Сентябрь – это мочевой пузырь. Октябрь – перикард. Ноябрь – тройной погреватель. А декабрь – это желчный пузырь. Лунный календарь состоит из 12 месяцев. Каждый месяц равен 29 дням, 12 часам и 44 минутам. Один лунный год равен 354 дням. Разница между солнечным и лунным календарем составляет 10 дней и 21 минуту. На этой таблице мы видим, как элементы соответствуют органам. Земля соответствует желудку и поджелудочной железе. Дерево – желчный пузырь и печень. Огонь – сердце, тонкий кишечник, тройной обогреватель и перикард. Металл – легкий и толстый кишечник. Вода – это мочевой пузырь и почки. В космосе, как и на Земле, как и в человеке, существует 5 видов энергии. Первая энергия – это Земля, относится к планете Сатурн. Следующее – дерево, Юэнь-энергия, относится к планете Юпитер. Хэнк, энергия огня, относится к Марсу. Ли, металл, относится к энергии Венеры. Меркурий содержит энергию воды и называется энергия Чинг. То, о чем я говорила раньше, мы видим на данном слайде. Видим, что есть планета Юпитер. Она соответствует энергии дерева. Марс соответствует энергии огня. Сатурн соответствует энергии Земли. Венера соответствует энергии металла, а Меркурий соответствует энергии воды. Мы видим, что есть соответствие между планетами, между энергиями, Землей и человеком. Для того, чтобы понять, что такое внутренняя энергия органов, нам нужно ввести понятие небесных стволов. Небесные стволы – это энергия, которая спускается к нам из космоса. Я уже ранее говорила про планеты, про энергии. И теперь мы видим, что небесные стволы образуются из 5 элементов, умноженные на 2, инь и янг, и равно 10 небесным стволам. Они делятся пополам. Первая половина – это янг, а вторая половина – это инь. Начало небесных стволов начинается с желчного пузыря, так как он, самый янговый орган, относится к элементу дерева. Это весна, это начало. И он проникает на Землю. В такой последовательности мы видим, что идут органы: желчный пузырь, печень, тонкий кишечник, сердце, желудок, поджелудочная железа, толстый кишечник, легкие, мочевой пузырь и почки. Теперь как располагаются элементы? Элементы также располагаются в той же последовательности, в которой мы, это видим. Земля, после Земли металл, затем идет
вода, дерево и огонь. И следующие 5 элементов идут в той же самой последовательности. Для чего нам это нужно понять? Для того, чтобы лучше представить, как эти небесные стволы проникают на земные ветви, на Землю. Теперь мы постепенно приближаемся к самому главному. На этом изображении мы видим то, о чем я говорила раньше. Первая колонка отображает знаки зодиака, которые все знают. Существует 12 знаков зодиака, которые соответствуют каждому определенному животному. Вторая колонка – это элементы. Третья колонка – это органы. Четвертая колонка соответствует земным ветвям, которых 12. Пятая колонка – это лунный календарь. И шестая колонка – это солнечный календарь. Мы видим, что год разделяется на две половины. Первая половина – это янг, а вторая половина – это инь. Теперь мы знаем, что Новый год по лунному календарю наступает весной, и также по китайскому календарю. Это третья земная ветвь, которая соответствует органу легкие, который относится к элементу металла, но поскольку это время весна, поэтому у него энергия дерева. То же самое, соответственно, четвертая земная ветвь попадает на весну и соответствует толстому кишечнику, у которого энергия металл, а сезон этого времени весна, и поэтому энергия у него вот. Поскольку у нас есть 4 сезона, между каждым сезоном есть переходный период, межсезонье, который всегда относится к энергии Земля. Вот мы видим, что пятая земная ветвь соответствует желудку, у которого элемент Земля и энергия Земля. Шестая земная ветвь попадает на лето, и седьмая земная ветвь попадает на лето. Шестая земная ветвь соответствует поджелудочной железе, элемент у нее земля, а энергия огонь, потому что это лето. Седьмая земная ветвь – это лето, относится к энергию сердца, у него элемент огонь и энергия огня. Затем между летом и осенью наступает межсезонье. Восьмая земная ветвь, тонкий кишечник, элемент огня, а энергия земля, потому что межсезонье. Девятая, десятая ветвь – это осень, попадает на два органа – мочевой пузырь и почки, у которых энергия вода, а осенью мы знаем, что энергия осени – это всегда металл. Между осенью и зимой, межсезонье, попадает перикард. У него энергия огня, у него элемент огня, а энергия межсезонья – это земля. 12-я и 1-я ветвь попадают как раз на зимние месяцы, когда мы видим, что здесь есть тройной обогреватель и желчный пузырь. Тройной обогреватель относится к энергии огня, к элементу огня, а энергия у него вода. Желчный пузырь относится к элементу дерева, а энергия у него вода, поскольку это зимние месяцы. Вот теперь последняя таблица, на которой мы видим земные ветви, органы и внутренняя энергия этих органов. Вот начнем, что весной это 3-я и 4-я земная ветвь, начало китайского Нового года, соответствует двум органам, легким и толстому кишечнику, энергия у них дерево, поскольку это весна. Затем летом 6-я и 7-я ветвь, мы видим, что здесь соответствует энергия огня, и видим, что
соответствует двум органам: поджелудочной железе и сердцу. Осенью у нас всегда есть энергия металла. Попадает в два органа: почки и мочевой пузырь. 9-я, 10-я земная ветвь. Зимой попадает два органа: тройной обогреватель или желчный пузырь. В это время энергия зимы – это всегда вода. 12-я, 1-я земная ветвь. В межсезонье мы видим это печень, желудок, тонкий кишечник и перикард. Поэтому на этой таблице очень хорошо и понятно отображает то, о чем я говорила раньше. Спасибо за внимание.